Всем добра и счастья, дорогие друзья, я запускаю воскресный стрим. Простите, что целую неделю не было стрима, но с них были проблемы с военкоматом и так, проблемки, которые решалась. И теперь, на данный момент, сейчас у вас будет снова продолжение игры с Elder. Прошу, откиньтесь на спинки ваших кресел или примите удобное положение и наслаждайтесь игрой. А мы начинаем. И снова мы в этом чудном, дивном мире. Если вы помните, я прошел совсем чуть-чуть. Я прошел буквально чуть-чуть. Только выбрался на континент. И пора исследовать, уничтожать и убивать всех моих врагов. Сейчас мне надо собрать грибки. Нет. Мне храм не нужен. Что могу сказать вам, ребята, это очень красиво. Красивый мир мне очень понравился. Ну что ж, поехали. Обача. Уже чуть-чуть собрал. Но надо еще. Ладно. Будем надеяться, что это не сильно повлияет на прохождение, потому что я не очень любитель собирать. Вот честно скажу, это я вижу первый раз. И я скажу, что просто обалденно. Уровень. Так, хорошо. Это приятно. И теперь мне надо поднимать вопрос. Так, мне поднять. Окей.
мы прекращаем. Наш персонаж будет однорукий убийца. Ну, в плане того, что одноручное оружие не будет. Древний народ. Неплохо. Так, дальше мы спускаемся. Мы спускаемся. Окей. Люблю читать книжечки. Покуда подбираем все, чтобы у нас потом были деньги, мы это все продадим. Если нам будет не хватать средств, это всегда можем выкинуть. Я понимаю, что выход не здесь, но просто хочется... Никакой пасхалки здесь нет. Печально. Потому что на самом деле я люблю пасхалки.
Опача, опача, опача. Что у нас есть перекусить? Сейчас мы, дорогие друзья, возьмем кольчуга. Класс. Тяжелая. Тяжелая броня, я тяжелая не ношу. А это означает только что нам надо посмотреть, что мы взяли. Свиточки, книги. Мы взяли, нашли дневник. Прикольно. Книжка находилась везде. Ну, понятно, что это моды, это будут баги. Так что все походу устраивает. Претензий к игре никаких нету. Сейчас мы еще зайдем в наш водичку. Ничего нет, пойдем еще наверх. Исследуем. Не допрыгнул.
Криворук. Приятно. Очень приятно, скажу сразу, что мне понравилось. Извините-ка секундочку. Я иногда буду отвлекаться, чтобы почитать чат. У меня покуда всего лишь один монитор. Чтобы отвлекаться, почитать чат надо иногда. Так, я думаю, что можно здесь и сохраниться. Не, такое, если я увижу ночью, я точно наделаю. Крючком меня только кормят, поэт. Now would you look at that? I knew I'd seen someone scrambling in the mountains. What brings you here, my sir? Что привело вас сюда, мессир? Будем вначале добрыми. Who am I? Findelires, apothecarius by my path. Pleased to meet you. And you are at Sun Coast, in the south of Enderal. Where are you from? But wait, don't tell me. I know that accent. Nerim, isn't it? There we go. Everything's locked up. At least for the night we should. Wait a second. Who's that? Just an adventurer on his way. No reason to worry. No reason to worry? For heck's sake, Finn. How do you know that this guy isn't with the bandits? You said you'd call me if anyone showed up. And now you're standing here, having a chat with him as if this were the bathing house of Ark. Lo and behold, we are still alive. Now, is there anything else, Carbos? I've got my eye on you. Touch any of our stuff, you'll regret it. Unbelievable. May I present Carbos, as he lives and breathes. Sorry about that just now. That's just how he is. In any case, if you don't need any more help, I'd suggest you move on. Follow the way east behind the dam house. It'll lead you to a village called Riverville. Ah, here, take this. Truth be told, you don't look so healthy. Your eyes. Ah, well, whatever. There's something peculiar about you. I don't know how else to say it. I would examine you myself, but we don't have the right equipment with us. So, if I were you, I'd ask a priest in Riverville to have a look at you. Who knows? Maybe you caught something in that temple. Oh, nothing spectacular, I'm afraid. We gather herbs, but tomorrow we're going back north, to League. You should stop by one day if you're in the area. Someone who scours period ruins and survives could surely be useful to the apothecary and help us find something. Для сбора трав, наверное. Я читаю, конечно, как немножко оконченный. Почему как? Так, торговаться, занят. Well, what can I tell you? This is the Sun Coast, in the south of Enderal. A pretty peaceful area, except for all the animals and bandits that have recently started going crazy. And, well, that's pretty much it. I think you should ask the people in Riverville if you want to know more. They certainly have some stories to tell. To an adventurer?
if you ask me, what you need before you adventure anywhere is some good old-fashioned shut-eye. But yes, there are some places. The Three River Watch, for example, right there below the stone arch. It was once an old trading post, but now it's full of shady characters. Ah, and there's also a big Pyrian ruin south of it. Наверх не хочет идти. Ладно. Так. Yeah, why not? Show me what you've got. Maybe I have some things you can use. И у него тухлячок. Чувак, ты же как бы этот должен... Ладно. В принципе, мне от тебя, если что, и надо. Сколько ты хочешь? 62. Окей. Ага, у меня всего лишь 3 царик. Понял? Ага. Смотрим, что у меня есть. В принципе, у меня... Что я могу продать? Не, все покуда мне нужно. Вот всякие... Нет, это не продаем. Корзину. Нет. Да. Это. И черепуху продадим. Рыбанок тоже продадим. Пустую бутылку не оставим себе. Вот. Все. В принципе. Сейчас, подождите. Мне надо отойти. Так, я снова с вами. Сейчас чекну чат. В чате, как всегда, никого нету. Но ничего страшного. Спасибо. Вы можете, если что, просто смотреть и наслаждаться. Ну, в принципе, ты сказал, что-то там еще у тебя было. By the Black Guardian, you really are an outlander, aren't you? My path is... well, it's just me path. My role designated to me by Malthus. A kind of calling, if you will. Not exactly. Malthus designates our place in society. Generally the same one our fathers and forefathers occupied. I walk the path of the erudites. And there's also the manufacturers, the sublimes, and, of course, the pathless. Within these roles we are free to choose a profession, but certain vocations that are available to an erudite are not permitted to a manufacturer, which is one path below. However, below does not mean that it is in any way inferior. Everyone on Enderal does what they do best, and who would know better than the gods what exactly that is? Everyone on Enderal does what they do best, and who would know better than the gods what exactly that is?
In the folly of my youth, I might have thought about it, yes. But then, I am interested in living the righteous path, and to contribute to the preservation of my people. That's enough for me, and only the faithful will be granted the eternal pass upon death. Well, I didn't come up with it. Don't mention it. I wish you a quick recovery and safe roads. Walk blessed. Carbos, do we need the still tomorrow? Or can I clean all the tools? Blazes, Finn, I'm playing. Don't bother me. I guess that means no. Ой-ой-ой-ой, сейчас отъеду. Мать, я въезжаю. Так. By the righteous path? What happened to you? You look as if you've met the Black Guardian himself. Fever? Well, there could be many causes. Wait a moment. I think I still have some grunt root. That should be enough to ease your pain, at least for now. Take a seat at the fire. The warmth might help you. Oh, so now we're brewing potions for complete strangers. Well, if the strangers are about to die of fever, then yes. There was that oath we swore once, remember? To help the afflicted, to... Whatever. Thank you. Gruntroods, Gruntroods. Ah, here we go. Господи, я ведь езжаю. Не, кстати, народ, я белорус, если что. So, let's see. Sheer cup, some water. Ha! Done. I can't make any promises, but... Finn! The still! Whoa, 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 whoa! They've hit me. Do something, damn it! Do something! Oh. Так. Oh, sod it. Теперь я... Watch every step you take. That was a fucking close call. Hey, I'm sorry, alright. We'll pick up a new one in Ark. Я сдохну, You're чувствую. paying for it. Here I thought this bloody day couldn't get any worse. This day isn't getting any better. Here, drink this. It'll help you. See, you already look a lot better. Still, you should let a priest take a look at that fever as soon as possible. The grunt root potion will wane in a few days. What? You mean the still? Bad quality, and too much heat, I'd wager. But, whatever will be, will be. Explosion? I'm not sure I follow. Oh, that'd be great, wouldn't it? Finn Dalleries. Died in 8234. Cause of death, exploding still. Ha ha. Look, I really don't know what you're talking about. Maybe... Wait a second. What was that? I could have sworn I saw something moving over there. Oh, shit! What the? Carbos! They've hit me, Finn. Those bastards. They've hit me. Carbos, do something, damn it! Летить, колотить! Я отъезжать сейчас буду. Меня, короче, сейчас обратно в плен хотят взять. Now would you look at that? Our mysterious survivor has awoken. Что, где, кто ты? Jaspar Matumiel Delveri. Jaspar for short. And you, my friend, are in my very own campsite.
And before you ask, yes, the bandits killed both of the apothecary. The only reason you're still alive is that the impact of the explosion threw you right into a thicket. Luckily enough, most of your injuries are only superficial, and I've already taken care of them. Your fever, though, is an entirely different story. Yep, quite a lot, actually. You're suffering from first-degree Arcanist's fever. I'm quite surprised that the old apothecarius didn't see that, to be honest. You're suddenly capable of doing things you previously knew only from the bard songs, right? And you're feeling unusually strong and dizzy at the same time? While drinking herbal potions leaves a, well, kind of a bitter feeling in your head? Yep, your magical talent has broken free inside you. I don't have any myself, but I've worked together with enough Arcanists and other signs. Simply put, what's happening is that your body can't cope with the magic. This isn't much of a problem at first, but if you don't do anything about it within the next couple of months, you'll find yourself running through the heartland naked, throwing fireballs at everything that moves. You'll lose your mind, to speak plain and all. Yes, of course. Though someone who's magically gifted will always react differently to certain situations than someone who isn't. As I said, some herbs will always worsen your fever, as will magically contaminated areas. Окей, давайте знания покачаем. Among other things, yes. Just as being magically gifted can make a person powerful, it can also make them sensitive and prone to certain conditions. Just don't overdo it sleeping in ruins or in the wilderness. Instead, set up a camp somewhere. Plus, as you've already said yourself, don't overdo it with potions. Well, that depends on how bad it gets. At first, you'll suffer these diffuse headaches from time to time. Then your sight will permanently blur. And then you'll suffer a case of acute death, so to speak. Yep, everything has its price, as the wise hermit likes to say. What? No, that won't help you in the long run. What you need is ambrosia, a special mixture of herbs that can remedy the fever without any side effects. Every good alchemist has that in stock, but it'll cost you. Visions? No. Well, none that I know of. The only visions I ever had were those that come along with a good pipe of peaceweed. You know what? Someone has to take care of your fever. And as it happens, I know someone who could. But in return, I want you to tell me everything. How did you get here? And what did you do in that temple? And what exactly did you see in those visions? I can't put my finger on it, but there's something strange about you. And that makes me curious. So, healing for information. What do you say? Then shoot. I'm eager to listen. И ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, и как бы мы сейчас спокойно начнем трепаж. I understand. My condolences for your loss. So that means you somehow survived this execution. And before you got washed ashore, you had this, what, this dream? In which you saw burnt bodies and a blinding light. Да, но это было не просто видение, это больше походило на воспоминание. Храм в нем был точно таким же, как тот в долине. Понимаешь, что я имею в виду? I hope so. Да, So your magical outburst didn't happen slowly as it usually does, but all of a sudden after this near-death experience. And with it came these visions. Interesting. I guess you know how absurd all this must sound, but somehow I believe you. Heck knows why, but I do. So, that means I'll introduce you to my employer. If anyone can help you, it's him. There is, however, one thing with which I could use a hand. The sooner we get that done, the sooner we can start our journey to Ark. Ark? The capital of this country?
Walls high as towers of iron-hard stone, rest alone in the mountains in granite enthroned, never decaying, the ages surveying, guarded by the Lord, and blah 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 blah, and so on and so forth. If you plan on staying in this land, sooner or later you'll see it with your own eyes. Немножко этот. Well, aren't you curious? I like that. I work for the Holy Order. Так, есть одна причина, по которому я уже не хочу идти с ним, потому что это Святой Орден. Ребят, все, что связано с орденами, вот это все это пропахло говном и иллюминатами. Yes, but as you might know, this is the realm of Malthus, the guardian of the Lightborn. And here the Order basically reigns for him. It's both the spiritual and judicial center of this country, so believe me, you'll see for yourself soon enough. Все не так. И я чувствую, что они скажут, что это мы были. Да ладно, помогу. There are some things that need some explanation before we can get started, however. Where should I С чего начать? Take it you've noticed that Вот in тебе the известно, past что 2.5 последние years, this world has fallen into попал political политический chaos. хаос. Civil wars, Гражданские usurpers войны, everywhere, узурпаторы повсюду, ну and знаешь. even though Enderal isn't directly И хотя ни affected одна by из these wars этих going войн on не everywhere, затронула there are strange Enderal things happening here напрямую. too. Здесь также происходят Take the странные Witches, вещи. for Например, There have been an Ватиров. unusual number of reports of Приходит wanderers being необыкновенно много attacked by them in сообщений, the потому что open, они нападают на which has never happened пикников. before. Чего And the раньше same goes никогда for не the lost случалось. ones, the То же living самое dead. происходит с Until 2 заблудшими. years ago, they were a Еще rather 2 года назад rare они были magical довольно редкими phenomenon. магическими But now явлениями. every other corpse not properly cremated starts walking again, as if it Кремированные were the most должным natural thing образом to тела, do. то и дело начинают The ходить. strangest thing, however, is Но what they самое call the странное, red то, madness. что называют красным безумием. Ты думаешь, что хаос может быть как-то связан со слухами о смерти рожденных светом? В Нериме только о них и говорят. Есть красное безумие. Yeah, the rumors. Слухи, я I've тоже heard их too. слышал. И я, I could indeed несомненно, могу imagine that себе they're представить, true, что that there's это a connection, правда. yes. И есть связь. Значит, ты действительно веришь, что кто-то убил рожденных As I светом? said, maybe. Как If я you ask сказал, me, the возможно, Lightborn would have по-моему, more than рожденные false светом gods всегда anyway. были не более чем обычные люди, так скажем. А что в этом Well, думать? they usually leave the thinking to their Ну, holy обычно order. составляют размышления о And they, of course, deny Ордену. Они, everything. разумеется, все отрицают. Even to Даже talk about говорят it as we're doing об is этом, considered a как мы crime. сейчас считается But as much as I hate преступлением. to say it, Но как бы мне не maybe хотелось it's better это this признавать, way, возможно, оно и at least лучше. for По now. крайней мере, A пока spiritual духовный crisis кризис. is the last thing Последнее, this что country needs at the нужно этой moment. стране сейчас. А мне-то казалось, что Enderal это самый важный в цивилизованном мире. Please, don't take me as an example. I've seen that a long life is only one of the things powerful magic can achieve. And this whole false deity theory isn't that new, after all. And seriously, let's say the Lightborn really are as mighty and omnipresent as the Revelations say they are. Wouldn't they have the power to magically smite me here and now for my insolence? Сломался стример. The Lightborn were just powerful kings. No more, no less. But that's just how I Но see это it. лишь мое мнение. I hope I didn't hurt your Не feelings. задел твои чувства. Вообще не... Splendid. You never know. But we're digressing. Так, что такое красное безумие? It's some kind Это of какое-то психологическое заболевание, mental которое illness сводит that людей makes с people ума. lose their Еще minds. пару недель назад, Just a например, couple of один weeks в ago, for кузне instance, сварки there was a резко smith убил in всю свою Ark семью. who slaughtered his entire family. He was drunk, Он был but that пьян, doesn't но explain это why не he screamed объясняет, things почему like, он fear the выкрикивал light странные while he's вещи doing в it. духе «бойтесь Or a young света» noblewoman who и killed тому herself by setting her подобного. family Кидать estate on это. fire for no Или apparent reason. молодая благодарная женщина. Now, Короче, ты you might можешь say that сказать, these kinds of что things такое happen, but случается, by но now за there have очень been more долгое than a время dozen of them. было больше дюжины That and the случаев. fact that the Поэтому possessed's эти eyes глаза glow red одержимы shortly светятся before красным and во during время their идеи. deed has Есть made долго people дают, call it the red которые madness. люди называли это красным безумием. And just 3 days ago it happened Всего 3 again. дня назад Only это this time it was произошло a снова, magister только from на within сей the раз Holy это Order был itself. магистр самого Святого Ордена. Right, Магистр, you're not from верно, here. ты не отсюда. A Магистр magister is a такой kind of магистр sage Святого from the Ордена, Holy который Order who обучает teaches the юных young послушников, novices who are aspiring to начинающих become стать keepers or хранителями. Его arcanists. звали Yarrow was his name. И за A man who его had more than плечами 60 было больше winters on his back. 60 зим. Что он сделал? He killed Убил 15 15 novices послушников and себя, послал himself. единственного According to the выжившего, он only вошел в класс, eyewitness to как обычно, survive, чтобы he прочитать entered the лекции teaching по room as алхимии. usual to give a lecture on alchemy. But Но instead, вместо he этого gave он a strange произнес крайне speech странную in речь, which he которая explained that объясняла, humanity is что corrupt, человечество порочно, void, пусто,
as he put it. And his eyes started glowing, he locked the door, and, well, he tore himself apart with a magical explosion. You can imagine the kind of uproar that caused. And unnecessary. Completely unnecessary. Well, I'm not exactly one for vows and austerity, so no, I'm no keeper. I guess you could say my specialty is recovering things that have been lost. Treasures, tomes, memories, and the like. And the Order hired me to do exactly that. They want to know how a highly intelligent man like Yarrow could fall victim to the Red Madness. And also if there's a discernible pattern to how this malady, or whatever it is, chooses its victims. True, but that's irrelevant. Yarrow grew up in a small village named Riverville, which isn't far from here. And according to some of the other wardens, he visited this area quite often after his partner's death. So it's quite possible we could find some clues around here. Shards of his past, if you like. I've already searched most of the area, but a second pair of eyes wouldn't hurt. What do you think? Звучит неплохо. Well, for starters, I need you to travel to Riverville and talk to an old man named Alfred. He was a childhood friend of Yarrow's, and he might be able to tell us something worthwhile. Secondly, a boy from the village told me that he saw Yarrow throw something into the water near a cliff to the east. Go there and see if you can find whatever it was he wanted to get rid of. I myself will have a look at the house Yarrow grew up in. Here, this is a map of the region. The blue dot over here is Yarrow's old house. And at the risk of sounding heartless, you should head back to the apothecary's camp. Maybe the bandits left behind some equipment. If there's nothing else, I'd say off we go. Let's shed some light on this Yarrow and his motivations. Meet me at his old house when you're ready. I'll be waiting there. Спасибо, капитан. Ага, если цель задания помечена одной или более задачей, она показывает сложность этих заданий. Нет, достаточно приятно. Все, типа, легко. Пожалуйста. Пусто, пусто, у тебя тут пусто, мужик. О, тыковку собрали. Так, народ, у меня может быть глюк, или это так просто прорисована карта фигурненько. Такое ощущение, что мы висим в воздухе там, но это вода. Боже мой, я чуть не пересрал под эту музыку. Да, хорошо, что низкий запас сил, надо, ща. Ух, серьезно, я пересрал, дорогие друзья. Не есть хорошо, но так, надо убрать. Не туда надо идти, но, дорогие друзья, я просто иду своим путем. Который не зависит ни от того, ничего. Ага. Это мне должно на... Осторожиться, я понимаю. По факту я иду туда. Зачем мне туда идти? Мне, в принципе, нужно туда. Так, пожалуйста, я не хочу упасть. Упасть не мое. Призвание. Короче, сейчас я упаду. Нормально все. Водичка. Как мне понимаю, самое стоит. Я осталось в старом балансе. Надеюсь, есть проход. Знаю, что они есть. Мы их тоже будем
здесь кто-то был. Здесь кто-то жил, это однозначно. И... Так, хорошо, но откуда он появился? Это ниндзя странный. Длинный лук, железный крючок, горбучка, старые ботинки. Смотрим, что мы можем надеть на себя, чтобы как-то поднять свою... Все остальное мы кольчугу, перчатки не наши, они тяжелые, они не подходят под наш стиль. Хотя покуда еще ничего не вкачано, и по сути можно носить все что угодно, потому что смысла нет покуда меня еще. Потому что ничего не вкачано, никаких бонусов мы от того ни того не имеем, просто имеем их начальные статы и характеристики наших вещей. Что я могу сказать по миру? Мир достаточно красивый, красочный. Мне он очень доставляет, скажем. Я сюда подо мной летала птица. Мне серьезно, я вот схожу, смотрю, и мне вот этот мир очень сильно доставляет. Я думаю, что я кайфую. И что у нас есть? Чё? Я как... По факту мне магия не совсем... И только не лагай, пожалуйста, дорогой Skyrim. Он у меня залагал. Спасибо, спасибо Skyrim, дорогие друзья. У меня все пошло по говну. И даже комп, скорее всего, пошел по говну. Диспетчер-то задач-то работает. Не отвечает Skyrim, дорогие друзья. О, банан. И Скайрима нету. Сейчас мы снова продолжим. Мы сейчас, простите, но сейчас должно быть, сейчас мы восстановим. Все, восстановили. Нет, дорогие друзья, нет, обратно проходить все это с самого начала. Весь этот треп, все эти разговоры, надеюсь, автосохранение помогло мне. Иначе я просто чеканусь. На следующий раз надо будет знать и сохраняться почаще. Потому что все, что творится сейчас, это мне не очень понравилось. Надеюсь, он сейчас загрузится и не будет лагать.
Now would you look at that? Oh, mysterious survivor. Just spar Matunial Delveric. Just spar for short. And you might, the only reason you're still alive is that the impact of the explosion threw you right into a thicket. Suffice it to say, I was on the perimeter. And no, I didn't help for two reasons. One, I was outnumbered like crazy. And two, I'm in a happy... I wish I had a more heroic answer for you, but I don't. Yep, quite. And you're feeling unusually strong, and yep, this isn't much of a... You'll lose your mind, to speak. Yes, of course. Though someone who's magically gifted will always... Visions? No. But in return, I can't put my finger on... Then shoot. I'm eager to listen. Окей, хорошо, сейчас будет немножко трендежа, потрендим. I understand. My condolences for your loss. So that means you somehow survived this execution. And before you got washed ashore, you had this, what, this dream? In which you saw burnt bodies and a blinding light. I hope so. Interesting. So, there is, however, one thing with Park. Whoa. If you plan on staying in this land, sooner or later you'll see it with your own eyes. Well, aren't you curious? I like that. Yes, but as you might know, it's both the spiritual and judicial center of this country, so believe me, you'll see for your... Splendid. There are some things that need some explanation before we can get started, however. Where should I start? I take it you've noticed that in the past 2.5 years, this world has fallen into political chaos, right? Civil wars, usurpers everywhere, you name it. And even though Enderal isn't directly affected by these wars going on everywhere, there are strange things happening here too. Take the Woods-Ears, for example. There have been an unusual number of reports of wanderers being attacked by them in the open, which has never happened before. And the same goes for the Lost Ones, the living dead. Until 2 years ago, they were a rather rare magical phenomenon. But now every other corpse not properly cremated starts walking again as if it were the most natural thing to do. The strangest thing, however, is what they call the Red Madness. Yeah, the room. As I said, maybe. If you ask me, the Lightborn were never more than false gods anyway. Please. And seriously, let's say the Lightborn really are as... Wouldn't they have the power to magically smite? The Lightborn were... But that's just how I see it. I hope I didn't hurt your feelings. Splendid. You never know. But we're digressing. Yeah. It's some kind of... He was drunk. Now, that... And just 3 days ago... Right, you're not from here. But instead, you can imagine the kind of uproar that caused. Well, I guess you could say They want to know how... And also, if there's a discernible... True, so it's quite possible we could find some clues around here. Shard. Well, for starters, I need you to... Secondly, a boy from the... I myself will have a look at the house. Here, this is a map of the region. And at the risk of sounding hard... If there's nothing else, I'd say off we go. Let's shed some light on this Yarrow and his motivations. Meet me at his old house when you're ready. I'll be waiting there. По факту мы пойдем обратно. Так, наученный горьким опытом, мы сохранились, чтобы потом, даже если что, не было долго разговоров. Надо покушать. Я понимаю, что сейчас, на данный момент времени, единственное, чем я могу восстанавливать свой ХП, так это едой.
Опача, я уже забыл, оно же здесь падает музыкальное. Это бандитская тематика. Хорошо, типа они хотели сделать это. Ладно. Дорогие друзья. Помнится, здесь был бандит. На данный момент времени я его не вижу. Окей. Снова это означает, что мы будем дальше охотиться и убивать. Надо восстановить ХП. Чем мы восстанавливать ХП будем? Так, это кошечка, надо кошечка. Да, я помню, здесь я ходил. Сейчас и я бы отъехал, дорогие друзья. Но... Смотрим, что у тебя есть. Заберем все.
По факту делаю так. Можно поспать. Тут водичка есть. Опача. Хорошего, я думаю, что я здесь мало чего получу. Спасибо, я помню. Так. Так, хорошо такое. Приятненько. Так, по факту я там видел корабль. Но мы туда не пойдем. Хотя на самом деле очень сильно хочется, но я хочу уже выполнить парочку заданий. Ядрёный батон! Так, я не любитель, не хочу драться, не хочу тратить стрелы, хотя их у меня сейчас достаточно много. Музыкальное сопровождение, которое мне нравится. Как-нибудь мы вообще не запишу. Так. Есть два варианта. Или я самый крупный неудачник. Кто-то скажет, что это читерство. Пошли лесом. Нет, это не читерство. Это просто идите лесом. Ну что ж, дорогие друзья, то, что мне было сказать. Может, тащит. И там кто-то есть, дорогие друзья, и жизнь научила. Тролляком. Покуда идем выполнять задание. Now look at that. A lonesome traveler. Some folks just never learn. Господи, да помой эту душу! Все, надо валить. Ой-ой-ой, сейчас я отъеду. Давайте на меня будет. Что ж вы все? Прилипли-то ко мне. Опа, по факту я...
По факту... Простите, захлопнул, это меня бесит. Я сгорел чуток. Даже не чуток, а нормально я сгорел. Их я не вырежу. Хотя... Что он шустрый такой? Ты не знаешь, что ты что? That's all you got. Я, конечно, чуть... Давай, до свидания. Я еще курю, может быть. Не понял. Называйте как хотите, но для меня это баг. Буду ли я ими пользоваться? Может, да, может, нет. Но факт, что они меня так один на один не разберут. Больная женщина. Все, в
пердак мы ее засунули. Так, можно попрыгаю теперь? Не будешь лагать. Перестал лагать сейчас, я буду тебя наказывать сейчас, ты будешь моим. Честно, балла, такая. Я понимаю, что скоро не смогу найти предметы, но все это потом продастся. А меня-то в пердак. Ну я и лох. Я такой лошара, дорогие друзья. Это вообще трешняк. Как так можно играть? Меня в пердак. Не может сажаться с ними или нет? Слишком долго.
человеку раз и навсегда. Дорогие друзья, сегодня мы не будем спускаться ни в какие подвалы. Сегодня я хочу просто пройти эти две миссии, чтобы уже можно было наконец что-то доделать. И если это снова разбойница, можно верить, честно говоря. Слишком много вас. Серьезно. У вас слишком много, друзья мои. Не помню, как в Skyrim, честно говоря, давно уже не играл в Skyrim, но проблема заключается в том, что не за много ли вас, а? На квадратный метр. Если и там еще разбойники, то я просто... Что можно сказать? Покуда я и шел, меня трижды хотели непоименные разбойники. Хорошо это или плохо, это психолог, дорогие друзья. Меня просто совсем ничего не прокачивает. И сгоревший там, который я сейчас поднимаюсь. Вероятность того, что там будут разбойники, процентов 60. Нет, 100. Я уже нарвался на это. Ага. Беру свои слова назад. Это... Простите. Кто-то скажет, что я бока, кто-то скажет, что точно, но дорогие друзья, по факту осталось зайти еще в это место, поговорить с диплом и пойти к Еву. Так, давайте почитаю. Запись первая. Меня зовут Ева.
солнце дух. И это моя запись. Прошлой ночью у меня с Сирой был долгий разговор о нашем будущем. В какой-то момент Сира заметила, что многие визионеры со временем становятся циниками, потому что теряют из вида свои цели. В этих записях будут изложены мои цели. В момент слабости я буду читать их, чтобы напомнить себе что-нибудь дорогое. Ну вот и первое из них. Буквально вчера хранитель из Арка приходил в поселение, но если это может не удивить кого-то, то, как мечта, также обнаружила какую-то магию. Разве это вообще возможно? Я чародей. Тяжело выразить мои ощущения словами. И чувствую, что все мои тяжкие труды наконец-то окупились. Это открытие вызывает во мне необычную, несколько безличную мысль. Может быть, в некотором роде это даже и хорошо, что моя мать умерла. Почему? Потому что это открыло мне глаза. Теперь я не чувствую ничего, кроме непонимания и даже злости к простым жителям поселения, как взрослым, так и детям. День за днем одно и то же они поднимаются, работают и вечером слушают бардов. Разве они не видят, что происходит с этим миром? Неужели все, что они оставят после себя, лишь надписи на гробах? Сира не такая. Она понимает меня, она разделяет мои мечты. И если мастер Игорь возьмет ее в ученики, то мы сможем продолжить быть так же близки, как и сейчас. Запись 2. Прошло 15 лет, и многие мои мечты сбылись. Сира и я жили вместе, но с ремесленниками жили в помещении храма. Уже 5 лет прошло с тех пор, как я прошел священное испытание. Несмотря на мой изначальный план, я решил отказаться от военного пути и стать вместо этого учителем в школе. Почему? Потому что я верю, что смогу добиться большего, делясь своими взглядами с молодыми, чем сражением воинов. Такие вещи иногда бывают необходимы, но они противоречивы всему, за что я стою. Кроме того, Гручиса недавно приняла закон. Гручиса, скорее всего. О продовольственном фонде, который разработали мы с Сирой. Каждый год богатые эндеральцы обязаны нести немного медиков из этих земель. Беднейшие жители от города смогут купить себе теплую еду. Реакция была смешной. Некоторыми согласились с большим энтузиазмом, остальные были возмущены. Мне часто приходится слышать вещи вроде «такая жизнь – это их же вина. Если бы они действительно работали, то не голодали бы». Это приводит меня в ярость. Чертово невежество. Легко с высоты своих башен цвета слоновой кости видеть лишь небо. Но никуда они не смогут стать на место этих бедняков. Несмотря на то, что эта запись может оказаться гневной, в целом я доволен. У меня появилось ощущение, что у меня есть цель, что я двигаюсь в правильном направлении. И мое счастье в мне в малой степени связано с женщиной, которая все эти годы была рядом со мной. Это странно. Я знаю, что ты, возможно, никогда не прочтешь эти строки, так же, как и никогда не станешь читать твои письма. Но все же мне кажется, что, написав эти слова, я передам их тебе через чернила. С этими мыслями я люблю тебя, Сира. Запись 3. Сира мертва, ее убили какой-то подлец, когда он доставлял еду в банк продовольствия в подгороде. Как же быстро получалась эта надпись. Но как я могу выразить эту тоску? Это пустошь хоть отдаленно звучит так нелепо. Я говорю с листом бумаги, потому что больше никто не хочет меня слушать. Они даже не смогут и отдаленно понять, что это для меня значит. Сира всегда говорила,
Эти записи дадут мне силы, но это не так. Эти линии кажутся незнакомыми. Всем. Все не так. Не так, как я встаю утром. Не так, как солнце прячется за облаками в полдень. И не так, когда я лежу один в этой огромной кровати вечером. Марфаса осуждает самоубийство. Это грех. Будто у каждого из нас есть цель в этой жизни. Неужели это и есть моя цель? Мне осталось от силы 37. Если раньше меня не заберет какая-нибудь болезнь, 37, и за мной не останется ничего, кроме разрушенных мечтаний. Наш чертов банк продовольствия привел прямо-таки к воинам в Подгорье. Богачи пытаются отвертеться от взносов как могут. И я не вижу перед собой ничего, кроме тумана. Это кажется самым подходящим словом. Так что скажешь мне, Марфас, это ли мой путь? Или моя цель? Быть неудачником, чья судьба умереть в одиночестве? Мысли путаются. Дело стало. Я больше не хочу писать. Все, я прочитал дневник. Надеюсь, вам понравилось. Хоть как-то, простите, я читаю иногда как кретин. Ну, почему иногда, в основном. Необходим ключ.
покуда мое... Буду стараться, ребята, стримить почаще, очень буду сильно стараться, но сейчас покуда... простите, стримов будет не так много, по двум причинам. Завтра постараюсь еще постримить. Во вторник, не знаю, во вторник, скорее всего, что не буду стримить. И со среды я уезжаю. Меня не будет дома, и поэтому стримов, к сожалению, тоже не предвидится. Так что даже, не знаю, даже не будет каких-то отдельных записей. Потому что мне начнут будет записывать, я начну будет обрабатывать, меня начнут будет стримить. Это и так понятно. В субботу на выходных тоже, скорее всего, что я не буду стримить, потому что не буду на свадьбе, не на своей, хорошо, покуда. Ладно, хватит с моей жизнью, теперь поговорим с тобой, Алфред. Кто вы? Просто путник, вы же Алфред, верно? Друг детства человека по имени Yarrow. This is about his death, isn't it? The rampage. Of course, who hasn't? Yarrow was one of us, after all. Это ужасно, просто ужасно. It is terrible. Simply terrible. You want to hear an old man's opinion, though? I always expected that something like this would happen. Malthus, forgive me for talking about a keeper like that, but it's the truth. Hard to explain, really. Come on, let's find somewhere to sit. It'll be easier to talk that way. Давайте, меня что против. Мальчик. Я тоже присяду, такой послушник, в одежде послушника. Что ж, Yarrow был тем не знаете. Я прочитал... You were right when you said we were best friends. Our fathers knew each other. For as long as I can remember, Yarrow and I were getting into trouble together. At least until his mother died. No. Bandits killed her in broad daylight on Penny Road. Today these incidents are common, but not back then. The road was considered safe, very safe. She was on her way to Ark, accompanied by 3 other women, and they were set upon at the pass. None of them survived. Yarrow was shattered. I think the worst part was how his father went downhill after his wife's death. The fishery decayed, and the poor guy filled his days with boozing, sleeping. It changed Yarrow forever. Well, that's a good question. On the one hand, he became a man, despite his tender age. On the other hand, something inside him woke up, so to speak, a desire to make more of his life. Old Mother Jellicoe noticed it and took him under her wing. He learned how to read and write, and soon he knew all the holy verses by heart. When he didn't have to help his drunken father, he helped in the village as much as he could. Всем, чем мог, помогал. Кому-то, простите, не прочитал. Он смог найти силу в своем горе, значит, как довольно положительный перемен. Indeed, that's one way to look at it. It wasn't long before he was the jewel of the village, the striving young fisherman destined for great things, even though he was only on the path of a manufacturer. And then the inevitable happened. A keeper of the order came to Riverville to see the prodigy with his own eyes. And behold, in addition to Yarrow's ingenuity, he also had a slumbering, magical talent. The keeper took him away, and a few months later, he started his novitiate. Since then, I've only seen him once or twice, as he rarely visited Riverville. I don't think he ever noticed how much that hurt me.
Дорогие друзья, простите, просрал почти все, что делаю, потому что батарейка сейчас сядет. Телефон звонил, а я прикол провтыкал. Так что вы имели в виду, говорили, я всегда подозревал, что такси закончится. Oh, it's hard to explain. I believe it was the way he was talking about his grand plans. How he wanted to make the world a better place, to become the greatest keeper since Orem Waterblade. Underneath all this there was an anger. An anger mixed with deep grief and disappointment. I don't think he was aware of it, because he drew all his strength from that anger. The strength to do all this, to learn and to work day and night, but it frightened me, like the Blue Death. It slumbers inside the pathless mage who believes he can master magic without the Order's help. At first, it grants power, but then, one day, it bursts out in an unholy wave of destruction, turning him into one of the monsters in the old songs. Ну, в принципе, и правда, ты ничего не понимаешь. What do I know about these matters? Now let me go to sleep. All these memories are making me weary. Хорошо, спасибо за помощь. Yes, of course. Так, вперед. Сейчас далековато топать на самом деле. Не то, чтобы я ныл, но... Дорогие друзья, это, наверное, будет последняя миссия, которую... я сделаю. И потом я буду, скорее всего, что же закругляться стримом. Сколько еще продлится стрим, я не знаю, но повторяюсь, то, что времечко уже... Ну, это хорошо, но спускаться не... Сегодняшняя серия с весом. Как же мне надоели эти волки, господи. Серьезно. Их три штуки, конечно, чего же ты еще ждал? Стримера. Серьезно, у меня, я не знаю, в Skyrim их не так много было на квадратный метр. А эти просто везде суются, блин. Задолбали. Но же не проблема в том, чтобы их там невозможно убить, а проблема в том, что просто мешаются. И будут же преследовать же. Надеюсь, мне не надо будет вас убивать, чтобы зайти, вы меня потеряете. Но все равно я подгорел. Я подгорел. По мне не видно. Вот домик.
Все, накрылось. А нет, не накрылось. Well, if it isn't my new friend. Any luck? Well, well. That's interesting. Good work. That only leaves the mysterious object in the water. I'll have a closer look around here in the meantime. Interesting. I didn't know about his companion's fate, to be honest. Irony of fate, isn't it? Murdered by those you wanted to help. But the Order will definitely be interested in these letters. Well done. That should be all we need then. Splendid. I did, and now I finally know what to make of it. Come, follow me. Простите? Прошу прощения, открывал двери. Сейчас буду заканчивать свой стриматский, потому что народ начинает подходить домой. Так что покуда буду стараться. I present a Star People's lock.
and I bet my buttocks we'll find another answer behind that door over there. Doesn't surprise me. This kind of lock is usually only found in treasuries or castles, but they can be picked, but that's going to be quite the challenge without the bolts. Normally, yeah. It's quite simple, actually. Every keyhole has a matching bolt that latches into place once you insert it. And once all the keyholes, 5 in our case, are latched, the door the lock protects opens up. If you don't have the matching bolts, however, you should prepare yourself for the most frustrating break-in of your life. That is, if you don't happen to be Jaspar, who knows a little trick. You can use wooden sticks instead of bolts. They'll break a couple of seconds after you put them inside the lock, but if you manage to get all 5 sticks into place before the first one breaks, you can basically trick the mechanism. It's all about speed, in other words. So I'd say you do the running, and I'll wait near the pressure plate. You ready? Splendid. Here are the sticks. All right, go! Damn, that was too slow. We'll try it again. Damn, that was too slow. We'll try it again. Damn, that was too slow. We'll try it again. Damn, that was too slow. We'll try it again. Damn, that was too slow. We'll try it again. Damn, that was too slow. We'll try it again. Damn, that was too slow. We'll try it again. Damn, that was too slow. We'll try it again. Damn, that was too slow. We'll try it again. So. Damn, that was too slow. We'll try it again. Damn, that was too slow. We'll try it again. Damn, that was too slow. We'll try it again. Damn, that was too slow. We'll try it again. Damn, that was too slow. We'll try it again. Damn, that was too slow. We'll try it again. Damn, that was too slow. We'll try it again. Damn, that was too slow. We'll try it again. Damn, that was too slow. We'll try it again. Brilliant. We're really good at this. Now let's take a look and see what the old Magister didn't want anyone to see, shall we?
shit! Not a weak one. This Yarrow knew about magic, that's for sure. That leaves us with the question of what exactly this is supposed to be. At the risk of blowing your mind, I had already figured as much. I suppose that's his companion. Though it's interesting that he was already on the wrong side of the law way before his rampage. Well, burials are considered heathen here in Enderal, and have been forbidden for about 300 years now. Here, corpses are always cremated. The whole thing's called the Last Journey. The deceased is taken to a place he or she considered special during his or her life, immediately after dying. That's the only way the soul can move on to the eternal paths. Sounds very poetic, but I'm pretty sure the only reason the Order introduced the law was to prevent plagues. Plus, they might have noticed that too many lost ones running around on trade routes aren't that much fun for wanderers and traveling merchants. Yeah, but of course that only goes for the little man. The rich and powerful still tend to their family crypts, and there are still plenty of old vaults around from the time before this whole last journey thing was begun. And it's good that way. What would life as a treasure hunter be like without the notorious noble looking for family jewels in a century-old grave? Let's take a look around and see if we find anything. Huh? Простите, я не буду читать, потому что серьезно спешу по времени. What's that? Let me see. Uh-huh. A tragic ending for a tragic personality, I'd say. Well, I think that should suffice. Well, what should I think about it? Yarrow was a self-righteous fool, just like all these do-gooders are. They celebrate themselves as great messiahs as long as everything goes well, but once they fail, it's the bad, bad world that's responsible for it. The wise hermit has a good saying for that. People are only idealists until it starts to hurt. He and his lady should have simply stayed in Riverville. Glad you see it that way. Yeah, we are. Here, I've got 2 teleport scrolls that can take us right back to Riverville. Just meet me in the tavern once you're ready to go. I have some stuff to take care of, so there's no need to hurry. Farewell. Прикольно. Меня радует то, что это сделали, во-первых, с помощью свитков, а вот это похоже на Мать Ночи, дорогие друзья. Я вначале подумал, что это будет каким-то предисловием такого веселого приключения. Похоже на Мать Ночи. Так сказал, что это даже выпилено от Матери Ночи. Ну ладно, начнем возвращаться. Свиток есть. Да. Все, пошел. Достаточно классно придумали то, что нету быстрого перемещения, есть свитки телепортации. Достаточно интересно. Знаете, на что это похоже? Если кто-то играл в Готику 3, ну, в Готику вообще, там были камни телепортации.
И это что-то напоминает на это. Достаточно интересно и приятно продумано в плане того, что быстрое перемещение. Хотя иногда оно полезно. Ладно. Смотрите на зерна, смотрите на ящики, смотрите на... Вообще это тут есть всякие... Вау, круто. Вот это прикольно они сделали. На самом деле, такие классные вещички. Я скажу, что достаточно интересно. Но на сегодня все, дорогие друзья. Прохождение... Знакомство было у нас. Так что... Все, на сегодня все. Я и так уже стримлю около... Около 2 часов я стримлю, так что... Всем спасибо и всем пока. Oh my, you just don't get any younger.